Всем привет! Какой только ерунды не написано в интернете по поводу крестоцветной бложки. Кто-то водкой говорит, пшикать надо, кто-то нашатырем. Начитаешься всего этого бреда и охренеешь. Возьми 5 капель этого, 10 грамм этого, 1,5 капли вот этого, смешай с водой, набранной в роднике, в полдень, и в полночь обработай гряду, шептая заговор. Но на самом деле я знаю два простых и легких способа, как крестоцветную бложку победить. Если кто не в курсе, это такая бложка, которая жрет растения семейства крестоцветные. То есть репу, редиску, брюкву, редьку масличную, вроде даже у кого-то жрет капусту и так далее. А вот так, собственно, выглядят следы ее проделок. И если ничего с ней не делать, то есть большая вероятность остаться без урожая. Итак, способ первый. Так делает моя знакомая. Берем самый тонкий спанбонд и сразу после посадки накрываем им гряду. Тут даже дуги ставить не обязательно. Самое главное, не натягивать его жестко, чтобы растения могли его поднять и расти. Вот фото. Так вот у нее росла в прошлом году редиска. Как видите, никаких дуг здесь нету. И нормально она растет. А вот так выглядит, собственно, сама редиска. Тут самое главное — держать под укрытием растения все лето. Способ второй, который мне нравится больше, потому что я не люблю все эти укрытия городить, даже если не надо ставить дуги. Для этого нам понадобится табачная пыль и зола. Табачная пыль – это не дефицит. Ее можно купить в садоводческих магазинах. Также можно попробовать вырастить табак самому. Кстати, в том году я его сажал, он прикольно цветет. Но, к сожалению, нормально растет только в теплице. Теплицы у меня в том году не было. Я его посадил под бутылку. И вот пока он был накрыт бутылкой, он рос. Но как только я ее снял, в росте он остановился, к сожалению. Но он очень красиво цветет. Рекомендую посадить. Ну а если уж совсем все туго с табаком, можно попробовать измельчить в кофеволке табак из сигарет. Правда, я не уверен, что в них есть табак. Для приготовления смеси нам понадобится 50% золы и 50% табачной пыли. Желательно золу перед этим просеять. Засыпаем золу и табачную пыль и хорошо перемешиваем. Кстати, эту смесь также можно купить готовой. Называется она табазол. И теперь, после того, как мы все перемешали, посыпаем наши растения. Кстати говоря, если вы боитесь, что пыль смоет дождем, прошлый год был очень дождливый, но подсыпать мне приходилось, может быть, раза 3 за весь сезон. Так что эта тема реально работает и очень хорошо. Ну вот. Этого вполне хватит. Теперь моя репа и брюква надежно защищены от крестоцветной бложки. Ну вот и все, что я хотел сегодня сказать. Боритесь с крестоцветной бложкой правильно и подписывайтесь на канал. А с вами был Николай Пименов на канале Практичный огород. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Да пребудет с вами урожай.